Друзья, меня часто спрашивают в комментариях, где взять щепу для копчения, какую щепу лучше использовать и вообще, что такое щепа. В этом видео я покажу, как заготавливаю щепу для копчения, расскажу о важных нюансах, объясню, чем щепа отличается от опилок и стружки и почему для хорошего копчения лучше использовать именно щепу. Для начала нужно понять разницу между опилками, стружкой и щепой. Опилки – это почти древесная пыль. Они мелкие, быстро перегреваются, могут слеживаться, давать более резкий дым, копоть и лишнюю горечь. Стружка – это тонкие завитки древесины. Она легче, быстрее разгорается и не всегда тлеет равномерно. А щепа – это небольшие расколотые кусочки чистой древесины. Между ними остается воздух, поэтому щепа тлеет спокойнее, ровнее и дает хороший ароматный дым. Именно поэтому для копчения предпочтительнее использовать не опилки и не стружку, а именно щепу. Конечно же, щепу можно просто купить в магазине или заказать на маркетплейсе, но если у вас есть сад, дача, хорошую щепу можно заготовить самому. После зимней или весенней обрезки всегда остаются ветки. Кроме того, на деревьях часто бывают сухие ветки, которые все равно нужно убирать. У меня, например, в саду есть яблоня, груша, черешня и слива. Из такой древесины получается отличная щепа для копчения. Особенно яркий аромат чувствуется от черешни и сливы. Когда снимаешь кору с полена, древесина уже дает очень приятный аромат. Для копчения берем только чистую, необработанную древесину. Лучше всего подходят плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня, абрикос. Такая щепа дает мягкий, приятный, чуть сладковатый аромат. Также для копчения очень часто используют ольху. Именно на ольховой щепе я копчу во многих своих роликах. Она дает красивый золотистый цвет, ровный дым и хорошо подходит для рыбы, мяса, птицы и сала. Можно использовать и бук, дуб, клен, а вот хвойные породы для копчения не используем. Дальше ветки нужно распилить на небольшие поленья. После этого я снимаю кору. Кору в копчении лучше не использовать. На ней может быть грязь, пыль, лишайник, грибок, следы насекомых. Кроме того, кора часто дает больше копоти, горечи и лишних примесей в дыме. Нам нужен чистый аромат древесины, а не запах горелой коры. Поэтому кору убираем, а для щепы оставляем только чистое дерево. Теперь древесину нужно хорошо высушить. Свежие ветки сразу для копчения не используют. В них много влаги, и дым от сырой древесины может получиться тяжелым, влажным, с горечью и лишней смолой. Толстые поленья лучше сушить от полугода до года. Самый надежный вариант — это после зимней или весенней обрезки заготовить поленья, распилить, снять кору и убрать в сухое проветриваемое место и использовать уже в следующем сезоне. Сушить древесину лучше под навесом, в сарае, на чердаке или в любом сухом месте, где есть движение воздуха. Когда древесина стала легкой и сухой, можно делать щепу. Я беру сухое полено и раскалываю его острым топором на тонкие длинные щепки. Собственно, поэтому она и называется щепой. Это не опилки и не стружка, а именно расколотые кусочки древесины. Потом эти длинные щепки я рублю на короткие кусочки, примерно по полсантиметра или сантиметр. Такой размер удобен для копчения, щепа хорошо тлеет, дает ровный дым и не превращается в пыль. Здесь обязательно будьте осторожны. Особенно внимательным нужно быть, когда рубите щепу на самые мелкие кусочки. Я, например, мелкую щепу пальцами не придерживаю, прижимаю ее другой щепкой, чтобы случайно не попасть топором по пальцам. В итоге вот такая красота у нас получается. Полностью натуральная домашняя щепа. А в следующем видео я обязательно что-нибудь закопчу именно на этой щепе, и мы посмотрим, какой аромат, цвет и вкус она даст на настоящем продукте. До встречи, друзья!